Не тренируй свои грудные, пока не узнаешь это. Тренировка грудных мышц – 6 главных вопросов. Для качественных тренировок грудных мышц учитывается ряд практико-методических факторов, при соблюдении которых тренировки данной мышцы будут максимально эффективными. Для данной цели необходимо рассмотреть спектр определенных вопросов, связанных с анатомо-физиологическими процессами. Сколько раз в неделю тренировать грудные мышцы? Грудь необходимо тренировать 2 раза в неделю по схеме 2+1. То есть на первой тренировочной неделе 2 раза, на второй 1 раз. Мышечные волокна находятся в начальной рабочей гипертрофии после первой тренировки, которым необходима дополнительная нагрузка, чтобы физиологически расширить после микротравматизации для дальнейшего восстановления. В прогрессирующей стадии мышечный энергообмен, прежде всего гликоген АТФ и кератинфосфат КРФ, первые 48 часов после тренировки восстанавливаются до уровня физиологической нормы. При этом белковые структуры и регенерационные процессы мышечной ткани в отмеченный период проходят фазу регуляторной компенсации примерно на 90-95%, после которой повторная нагрузка на определенную мышечную группу снова катализирует анатомо-физиологические точки микротравматизации мышечных волокон, последующей фазой мышечной регенерации. Также стоит отметить и физиологический эффект остаточной функциональной активности мышечной системы, вызванной предыдущей тренировкой с продолжающейся активацией синтеза нуклеиновых кислот и белков, то есть стимулируется рабочая гипертрофия мышечных волокон при стабильном энергообеспечении мышц и адаптивных изменениях касательно свойств мышечной ткани. Сколько подходов и повторов необходимо для тренировки грудных мышц? Для стабильного процесса мышечной регенерации, белкового синтеза, а также повышенных показателей регуляции тканевого кровотока после силовой тренировки, оптимальное количество рабочих подходов для проработки грудных составляет в среднем 6-8 подходов. Количество повторов оптимально от 10 до 12. Данный диапазон позволяет повысить сократительную дистанцию грудных мышц в фазе рабочего подхода, подключая в работу наибольшее количество мышечных волокон. Сколько отдыхать между рабочими подходами? Рекомендованное время для отдыха между подходами – это 2 минуты. Это позволяет мышцам с каждым следующим подходом сосредоточиться, собраться. В результате увеличиваются физиологические показатели нагрузочно-силового давления на мышечные волокна грудных мышц в прогрессирующей фазе, что увеличивает мышечный рост. Какие упражнения являются самыми эффективными для тренировки грудных мышц? Топ-5 лучших упражнений и как их выполнить показано на экране. Жим штанги лежа на наклонной скамье под углом 35 градусов. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье, классический жим. Жим гантелей лежа на наклонной скамье под углом 15 градусов. Разводка гантелей лежа на горизонтальной скамье. Отжимания на брусьях с дополнительным весом. Можно ли развить отдельные части грудных мышц, верх и низ? Большая грудная мышца состоит из 3 частей или пучков. Грудино-реберной, начинается на передней поверхности грудины и хрящей верхних 6 ребер. Ключичной, начинается на внутренней половине ключицы. И абдоминальной, начинается на передней стенке прямой мышцы живота. Все 3 ее части пучка сливаются вместе и формируют одно короткое плоское сухожилие, которая к плечевой кости крепится чуть ниже большого бугорка. Она отвечает за способность производить движение рукой перед грудной клеткой, вращение руки внутрь, опускает поднятую руку, приводит плечо, руку к телу, а также участвует в акте дыхания как дополнительная мышца. По анатомо-физиологическому процессу двигательных характеристик кошечно-мышечного аппарата и всех мышечных групп, если тяга отдельных пучков мышцы имеет параллельное направление, то величина силы тяги всей мышцы будет равна сумме сил тяги всех ее пучков, то есть складывается по правилу сожжения параллельных сил, направленных в одну сторону. В том случае, когда тяга пучков мышцы развивается под разными углами, равнодействующая сила определяется по правилу параллелограмма сил. Следовательно, при проработке грудных мышц, в частности большой грудной мышцы, во всех жимовых упражнениях, площадь мышечного сокращения, площадь механического натяга и площадь мышечного напряжения находятся в границах воздействия нагрузочного силового давления при любых углах и амплитудах движения. Особенно наибольшая степень синхронизации мышечного сокращения у грудино-реберной и абдоминальной части, которые параллельно работают при горизонтальных жимах для тренировки грудных мышц, что физиологически делает невозможным отдельный автономный гипертрофический процесс, то есть рост средней и нижней части данной мышечной группы.
Также очень важно учесть, что количественное соотношение мышечных волокон в разных частях грудной мышцы может быть разным. Где-то большие грудино-реберные части, где-то больше в ключичной части. Следует отметить, что без генетической предрасположенности верх большой грудной мышцы очень сложно поддается автономному росту, особенно при натуральном тренинге, так как при среднестатистическом количестве мышечных волокон в данном анатомическом участке акцентрированный точечный физиологический показатель нагрузочное силовое давление при любых тренировках минимизирован. Даже в стероидном бодибилдинге среди профессионалов очень много тех, кому не удается развить ключичную часть груди в целенаправленных нагрузках. Поэтому, когда атлет с помощью профильных упражнений смещает акцент нагрузки на верх груди, то при генетически меньшем количестве мышечных волокон именно в данной части грудной мышцы воздействие нагрузочного силового давления может быть в большей степени катализировать микротравматизацию мышечной ткани с дальнейшей регенерацией и белковым синтезом либо в нижнем участке грудино-реберный и абдоминальный пучок, или в обеих одновременно. В упражнении жим штанги лежа на наклонной скамье под углом 30 и 45 градусов и верх и низ грудной мышцы находятся синхронно под воздействием нагрузочного силового давления, то есть вся грудная мышца по своему анатомическому объему вовлечена в мышечную работу, а меняется лишь точка приложения, направление силовой амплитуды, что может вызвать чуть более выраженные болевые ощущения в верхней части грудной мышцы, но не всех атлетов. Поэтому и гипертрофируются обе части данной мышцы при использовании жимов штанги на наклонной скамье под указанными углами выполнения, при равном соотношении мышечных волокон в обеих частях грудной мышцы или в процентных значениях 40/60 или 60/40. Если генетически анатомическое количество мышечных волокон доминирует в ключичной части, то исключением может быть жим штанги лежа на наклонной скамье под углом 60 градусов, при выполнении которого анатомо-физиологический показатель нагрузочного силового давления на ключичную часть грудной мышцы максимальный, что может повысить гипертрофический эффект верхнего участка данной мышечной группы. Но стоит отметить, что жимы в подобной конфигурации являются очень травмоопасными, в частности для передних дельтоидов. Следовательно, если брать среднее значение, для эффективной тренировки грудных мышц достаточно двух вариаций наклонных жимовых профильных упражнений под верхним углом 15 и 35 градусов и один вариант профильных горизонтальных жимов и разводок. Как повысить эффективность жима штанги лежа, чтобы развить грудные мышцы? Жим штанги лежа, в частности на горизонтальной скамье, одно из самых популярных упражнений в тренажерных залах. Многие его выполняют как для развития автономных силовых показателей, отдельный спортивный элемент, так и с целью развить грудные мышцы в объеме. Но стоит отметить, что во втором случае далеко не каждому любителю занятий бодибилдингом удается увеличить размеры грудных мышц при выполнении жима штанги лежа. На первый взгляд, данное упражнение может показаться довольно простым относительно техники выполнения, но проблема в том, что некоторые атлеты, которые хотят с помощью жима штанги лежа сделать грудные мышцы объемнее, выполняют его либо вовсе неправильно, либо не учитывают ряд методических аспектов. Физиологически, чтобы стимулировать гипертрофические процессы грудных мышц, тренируя жимом штанги лежа, нужны стабильные показатели силовой динамики амплитуды, точность баланса двигательной траектории, не рассеивающее силовое приложение, создаваемое атлетом, а также максимальный показатель нагрузочного силового давления на мышечные волокна относительно силы тяги, сопротивления и силы тяжести, чтобы создать анатомические условия для большей площади мышечного сокращения, механического натяга и мышечного напряжения. Как можно повысить эффективность жима штанги лежа для развития грудных мышц? Первое. Не нужно после подъема штанги верхнюю точку бросать ее резко вниз, к груди. Во время движения грифа нужно продолжать сопротивляться весу штанги до самой нижней точки, пока гриф не окажется на минимальном расстоянии от груди. Затем снова выполнить подъем штанги в верхнюю точку и там сделать небольшую паузу. 2. Во время выполнения упражнения должен быть небольшой прогиб поясницы, примерно до 2 см, что позволит лучше растянуть грудные мышцы в нижней точке. 3. Лопатки должны быть соединены вместе под небольшим углом, именно небольшим, во избежание травм вращательной манжеты плеча, который подбирается индивидуально. Здесь атлету необходимо найти оптимальную для себя точку касания грифа грудной клетки. Например,
Можно попробовать опустить штангу под нижнюю часть грудных мышц. 4. Хват уже всего должен быть таким, чтобы большой палец и остальные 4 пальца находились по разные стороны грифа, что не позволит ему гулять в ладони. Запястья должны быть выпрямлены на уровне предплечий. 5. Ягодичные мышцы при выполнении жима штанги лежа должны плотно прилегать к скамье во всех фазах движения. 6. Ступни должны находиться ровно под коленями и не должны смотреть перпендикулярно скамье, а носки должны быть направлены в сторону колен. 7. Выжав штангу до верхней точки, не нужно разгибать руки полностью. 8. Во время движения штанги не стоит сводить локти близко к корпусу, но также нельзя выставлять локти под 90 градусов, чтобы снизить травмоопасность и не терять целевые показатели нагрузки. 9. Нельзя отрывать голову от скамьи. 10. Категорически нельзя допускать подъема плеч по траектории сутулости. Спасибо, что посмотрели данное видео. Если оно вам понравилось, не забывайте поставить лайк, а также подписаться на наш канал. Также заглядывайте в остальные наши социальные сети во ВКонтакте, Telegram и Boosty. На Boosty мы, кстати, публикуем эксклюзивный контент, доступный только платным подписчикам. Подробнее по ссылке в описании. Спасибо за просмотр, всем пока.